Здравствуйте, дорогие друзья! Вот посмотрите, какой браслетик я подготовила для сегодняшнего мастер-класса. И скажу так, что сегодня у нас будет один из самых простых, и самых легких, и самых быстрых мастер-классов. При всей своей вот такой великолепности. Этот браслет плетется очень быстро и очень просто. Даже если у вас нет опыта в плетении бисером, то за час вы такой браслет сделаете. Ну, я предлагаю вам посмотреть, как плетется этот браслет, и сделать или себе к Новому году, или сделать на подарки своим близким. Смотрите, браслет выглядит просто очень шикарно, великолепно. Ну и, как я сказала, вы на него потратите не больше часа. Использовала я вот такой вот, смотрите, бисер микс. Это бисер 6-го размера. 6-й размер бисера. Вот он такой здесь и синий, и зеленый, и немножко коричневый, и фиолетовый. Бисер просто великолепный. Плести им одно удовольствие. К сожалению, номера я не знаю, сказать вам не могу. Но если вам такой бисер где-то встретится, берите смело. У меня вот это уже остатки. У меня его было грамм 50, и я его везде уже использовала. Ну и также я применила здесь вот такие вот нежно-розовые беконусы. 4 миллиметра. Так, ну давайте приступим. Смотрите, друзья мои, для тех, кто еще не очень хорошо владеет бисероплетением, я покажу начало браслета другим цветом бисера. Вот здесь начало браслета, когда мы плели еще без беконусов, я плела все одним цветом. Но я покажу специально вам, потому что единственная путаница, которая у вас может возникнуть, это может быть в начале браслета. Итак, начало браслета — это у нас обычный трехгранный жгут Ндебели. Мы набираем 4 бисеринки, подтягиваем их к концу ниточки. И вот так вот завязываем. И смотрите, у нас с вами получился уже плоский жгут Ндебели. Мы заходим в любые 2 бисерины, какие нам нравятся. Вот так. Набираем еще 2 бисеринки. И заходим в те 2 бисерины, из которых выходит нитка. Вот так. И подтягиваем. И вот у нас с вами, смотрите, получился плоский тройной жгут Ндебели. И что мы делаем? Мы заходим нашей ниткой в крайние вот эти 2 бисериночки. И вот эти 2 ряда крайних, вот этот и этот, соединяем между собой. Прямо так по ходу нитки. Смотрите, нитка идет вниз. Значит, мы снизу вверх заходим в эти 2 бисериночки. И у нас с вами получился снизу уже готовый треугольник. А сверху еще, видите, вот здесь нету перемычки. Поэтому мы заходим вот сюда. И выходим, нам нужно выйти вверх. То есть мы выходим вот сюда. Вот наше начало плетения. Дальше у нас набор будет, в принципе, все время один и тот же. И когда вы немножко подниметесь, вы уже не будете путаться. Ну вот здесь просто в начале ряда немножко непонятно. Мы набираем. Каждый раз будем набирать вот такой набор. 2 бисерины и 1 беконус. И заходим вот по ходу плетения. Я плету обычно от себя. Заходим в соседнюю бисериночку. У нас вот такая, видите, дуга получилась. У нас нитка смотрит вниз, а нам нужно выйти вверх. То есть из одной бисерины вышла, зашли в соседнюю, вот так. Подтянули. Набираем опять тот же самый набор. 2 бисерины, 1 беконус. И смотрите, нитка вышла вверх. Мы опять проходим на одну вниз. И так как наша нитка смотрит вниз, а нам надо плести вверх, мы проходим отсюда в соседнюю бисерину. То есть мы двигаемся все время в одну и ту же сторону. И остался нам последний набор. Смотрите, у нас уже есть раз, два.
Набираем еще раз, два. Набираем еще такой точно набор и заходим вот в эту бисерину нашу, вот в эту бисерину, это наше начало жгута. Зашли, и выйти нам надо опять в соседнюю бисериночку. По ходу плетения я плету от себя, то есть у меня получается против часовой стрелки. И я теперь, смотрите, выхожу, идет вниз нитка, выхожу вверх, вот в эту вот бисерину. Вот и все. Мы с вами начали браслет. И дальше плести будет очень просто и очень-очень быстро. Смотрите, что мы делаем дальше. Мы поднимаемся. Вот смотрите, наша ниточка выходит из вот этой бисерины. Вот. Мы поднимаемся по двум бисеринам, которые идут, но опять-таки против часовой стрелки. И вот эти вот бисерины, которые возле биконусов, собираем их на нитку. И вот так вот стягиваем. Проходим. Единственное, что, да, девочки, я вас предупреждаю, нитку придется менять несколько раз, потому что вот это вот стягивание я делала 2 оборота. Чтобы не поддерживать постоянно пальцами, делала 2 оборота. Вот у нас с вами получился сверху, смотрите, вот такой точно треугольник. И теперь мы будем делать все то же самое. Набираем каждый раз 2 бисеринки, биконус, проходим в соседнюю бисерину. Здесь будет легче. Почему? Потому что наши бисерины стоят уже не поперек, а вот так вот, дырочками на бок. Поэтому все будет очень легко и очень быстро. Смотрите. Единственное, что вы каждый раз смотрите, чтобы ваш биконус встал на то место, где ему положено стоять. Опять то же самое. 2 бисерины биконус. Зашли в соседнюю бисеринку. Подтянули. Поправили, чтобы биконус встал на место. И делаем последний раз такое. 2 бисеринки и биконус. И заходим, смотрите, когда мы набрали вот эту третье наше крыло, мы заходим просто по ходу вот в эти 3 бисерины. Вот так. Подтягиваем и смотрите, что у нас с вами получается. Вот это эталон правильности. Когда вы закончили все 3 дужки, вы смотрите, что у вас должен получиться вот такой вот кривой такой крестик. И опять мы соединяем наши все 3 дуги и проходим по вот этим вот верхним бисеринам, по тем бисеринам, которые стоят возле биконуса. Вот так. Подтягиваем их хорошенечко и делаем, я же говорю, так, 2 оборота буквально. Не стесняемся, делаем 2 оборота. И продолжаем плести дальше. 2 бисерины биконус, зашли в соседнюю. Две бисеринки биконус, зашли в соседнюю. 2 бисеринки биконус, это наше 3-е крыло. Заходим сразу в 3 бисерины. Они так по ходу стоят хорошо, очень удобно. Дело в том, что бисер 6-го размера, у него хорошее такое отверстие, и иголочка легко проходит. Ну вот, подтянули. Вот видим, наш биконус постоянно хочет встать куда-то не туда. Такое бывает. Опять проверяем, туда ли встал биконус. Вот у нас с вами, видите, опять образовалась вот такая вот звездочка из 3 лучиков. Вот так поднимаем и проходим в те бисерины, которые стоят возле биконуса. Вот так. И делаем 2 оборота. Раз. Может быть, хватит и не 2, может быть 1,5, смотря на чем вы будете плести. Я плела на мононити. Ну и вот смотрите, у нас уже получилась вот какая-то часть браслета. Все очень быстро. Если подобрать красивый материал,
то будет очень красиво. Ну, давайте я для закрепления еще один раз покажу. И покажу, как браслет закончить. И проходим сразу в 3 бисериночки. Проверяем наш крестик. И проходим иголкой в те бисерины, которые стоят возле биконуса. Вот так. И опять делаем такой треугольник. Вот он, наш треугольник, видите? После того, как вы проплетете нужную длину браслета, нам нужно закончить точно таким же трехгранным дебелем. И я вам сейчас покажу, как это сделать. Смотрите, вот выходит наша нитка. Набираем опять 4 бисеринки. 4 бисериночки. И заходим с обратной стороны той бисерины, из которой выходит нитка. Вот так. У нас, смотрите, получилась уже почти что дорожка дебели. Мы заходим ниткой вот так. То есть нитка идет вверх. Проходим в 2 следующие бисерины и в соседнюю бисерину. Вот из треугольника. Вот у нас получилось 2 ряда. Теперь нужно сделать 3-й. Набираем 2 бисериночки и проходим, смотрите, не заходя вот в эту зеленую бисерину, заходим сразу в 2 красные вот так сверху. Подтягиваем. И теперь уже мы проходим по ходу плетения в зеленую бисерину. В эти 2 красные, которые мы только что с вами набрали. Ну, а дальше оно видно. Смотрите, вот здесь у нас нету перемычки из нитки. Мы заходим сюда. Мы связали все 3 столбика нашего жгута дебели. Поэтому мы проходим в любой столбик, какой нам нравится. И заканчиваем наше плетение. Вот так. И у нас получается начало и конец браслета сплетены одинаково. Вот так. Смотрите, мы с вами же маленький браслетик сплели. Так что, друзья мои, вот такой замечательный браслет. Плетется быстро и просто. Всем рекомендую. На этом всего вам доброго. До свидания.